В конференц-зале компании Henderson Global стояла неловкая тишина. На столе контракты на миллионы долларов. На экране видеозвонок с японским инвестором, который говорил быстро, без переводчика, с вежливой, но холодной улыбкой. Миллионер Марк Хендерсон, владелец компании, нервно постукивал пальцами по столу. Его лучшие менеджеры стояли рядом, как нашкодившие школьники. «Ну что, мистер Сайта сказал свое слово», — сказал Марк, обращаясь к команде. «Кто переведет?» Все опустили глаза. Ни один из профессионалов не понял ни слова. «Вы серьезно?» Марк усмехнулся. «Миллионный контракт. А вы даже японский не отличаете от китайского». Он покачал головой, потом в раздражении бросил: «Хорошо. Кто переведет это, станет директором отдела». В зале стало еще тише. И вдруг откуда-то из угла послышался мягкий женский голос. Он сказал, что не подпишет контракт, пока вы не перестанете перебивать. Все обернулись. У двери стояла уборщица, пожилая женщина в серой форме с ведром и шваброй. На бейджике было написано «Мейбл». Марк нахмурился. «Простите, что?» «Я сказала, мистер Сайта попросил вас выслушать до конца», — спокойно повторила она. Он также добавил, что уважает прямых людей, но ненавидит грубость. Марк застыл. Видеозвонок все еще шел. На экране японец улыбался чуть теплее. «Вы знаете японский?» — выдохнул Марк. Мейбл пожала плечами. «Немного. Жила в Осаке 20 лет. Работала переводчицей, пока компания не закрылась». «Тогда переведите дальше», — воскликнул он. И Мейбл заговорила. Спокойно, уверенно, с идеальной интонацией. Она переводила слова инвестора точно, без пауз, словно снова оказалась на конференции, где все ее уважали. Через несколько минут контракт был согласован. Японец поклонился и произнес: «Теперь я уверен, что имею дело с достойными партнерами». Когда связь прервалась, зал взорвался аплодисментами. Менеджеры переглянулись, не веря, что все решило вмешательство уборщицы. Марк подошел к ней, улыбнулся, впервые за долгое время по-настоящему. «Мейбл, вы только что спасли сделку на 10 миллионов долларов». Она спокойно поставила ведро на пол. «Просто перевела то, что надо, сэр». Марк усмехнулся. «Кажется, я обещал должность директора». Женщина посмотрела на него, чуть прищурившись. «Если вы серьезно, я согласна. Но сначала позвольте мне закончить пол мыть». В зале раздался смех. С тех пор в офисе часто шутили: «Если не знаешь, как поступить, спроси Мейбл». Но никто уже не шутил над ее ведром, ведь именно с него началась новая глава компании.